Всем привет! С вами Регина Кутимская. Сегодня мы поговорим о, пожалуй, одной из самых интересных тем, касающихся здоровья– иммунитете человека. Из этой лекции вы узнаете, на чем он базируется, как устроен и как правильно его поддерживать. Здоровье человека зависит от большого количества факторов. Многие полагают, что состояние организма зависит от полноценного разнообразного питания, физической активности, режима дня или же, наконец, от возраста. Это постулаты, которые вбиваются в наше сознание с самого детства. Но так ли это? Вы будете искренне удивлены, когда узнаете, что все вышеперечисленное отнюдь не является фундаментом полноценного здоровья. Ведь если бы это было так, то профессиональные спортсмены, физическое тело которых ставится во главу угла, жили бы, если и не вечно, то никак не меньше нескольких сотен лет. С профессиональными спортсменами постоянно работают опытные диетологи, составляя их рацион таким образом, чтобы тело получило полный набор витаминов, минералов и других важных компонентов. Нехватки физической активности у них, мягко говоря, также не наблюдается. Каким бы видом спорта ни занимался спортсмен, его тренировки всегда состоят из двух направлений. Аэробной нагрузки, в которой тренируется выносливость и сердце, и силовой, тренинг для мышц. В отношении второго особое внимание уделяется той группе мышц, которая требуется для выбранного типа спорта. А режим дня у спортсменов расписан буквально по минутам. Спят по расписанию, имеют строгий график приема пищи, тренировки также проходят по графику. Все это вкупе представляет собой максимально слаженный механизм, который называется тренировочной системой. Но если все учтено, то почему спортсмены имеют примерно такую же среднюю продолжительность жизни, как и обычные люди, не занимающиеся спортом? Вопрос действительно крайне интересный. Те, кто не понаслышке знаком со спортом, могут мне возразить, сказав, что спортсмен не всегда живет в таком ритме. Карьера спортсменов очень коротка, и после того, как они ее заканчивают, заканчивается и жизнь по такому правильному графику. Бывшие олимпийцы возвращаются к обычному типу питания и становятся на одну ступень с рядовыми людьми. Это, разумеется, так. Однако есть люди, которые активно занимаются спортом до очень почтенного возраста, лет до 50-60. А для спорта это много. И нельзя сказать, что их здоровье находится в идеальном состоянии. Вряд ли можно сходу назвать каких-то спортсменов, которые сохраняли тренировочную систему для себя и преодолели рубеж хотя бы в 100 лет. Я взяла образ спортсмена потому, что с точки зрения современных взглядов о правильном образе жизни, с помощью которого можно иметь крепкое здоровье, он, спортсмен, является идеальным его представителем. Мой муж порядка 25 лет своей жизни отдал спорту и не понаслышке знаком с тем, как работает эта кухня. Эту лекцию писал он. Как было показано во вступлении, этот образ жизни, который сейчас взят за базовый и единственно верный, абсолютно несостоятелен по своей сути. Спорт– это, вне всяких сомнений, хорошо, но далеко не он является основным условием того, чтобы полностью раскрыть потенциал физического тела. А он, поверьте мне, очень и очень широк и используется в настоящее время всего на несколько процентов. Физическое тело может жить сотни лет. И качество этой жизни не идет ни в какое сравнение с тем, как живет современный человек. Но вопрос о продолжительности жизни, которая доступна человеку, мы рассмотрим в другом видео. Сегодня же мы поговорим о ключевом моменте, без которого о настоящем здоровье не может быть и речи. О бактериях. Рассмотрим эту тему подробно, так как понимание этого вопроса является ключевым для нашего здоровья. Физическое тело человека представляет собой тесную симбиотическую связь между самим телом и бактериями, которые живут в его кишечнике. От того, какой вид бактерий на настоящий момент превалирует в кишечнике, напрямую зависит состояние самого тела. Всего в кишечнике имеется порядка 300 различных видов бактерий, и у каждого вида имеется своя функция, в корне меняющая состояние тела в целом. Каждое такое состояние позволяет телу функционировать в том или ином режиме.
Режим функционирования тела включает в себя два аспекта. Первое. Способность тела реагировать на внешние раздражители окружающего мира. Внешние бактерии, температура окружающей среды, различные виды излучения, качество и состав воздуха и прочее. Все это в современном мире называется иммунитетом. Второе. Способность тела действовать тем или иным образом. Быть готовым к определенному виду нагрузки, к примеру, взрывной бег на короткие дистанции или наоборот, длительное поддержание аэробной нагрузки в марафонских забегах. Восстановление после нагрузок– это время отдыха, продолжительность сна, восстановление потраченных ресурсов, а также способ пополнения энергии, физическая пища, энергия окружающего мира и многое другое. Оба эти аспекта тесно взаимосвязаны друг с другом и работают в тандеме. Возможности функционирования тела зависят от того, какой вид pH, кислотно-щелочной баланс, имеет место быть на текущий момент в организме. Каждое существо в природе имеет свое строение пищеварительной системы, в которой кишечник играет ключевую роль. Пищеварительная система того или иного вида функционирует при определенном уровне pH, в котором она работает идеально. Имеет в себе те кишечные бактерии, которые позволяют телу работать на 100%. Под идеальной работой тела понимается выполнение программы, заложенной в ДНК. В эту программу входят те два пункта, которые я вкратце описала выше. Поясню на примере. Возьмем гепарда. Это животное может разгоняться до 120 км в час. Данная способность прописана в его ДНК. Программа ДНК гепарда определяет строение его тела, скелет, мышечная и пищеварительная системы и прочее, которая может реализовать такой тип активности. Уровень pH, который требуется для полноценной работы тела гепарда, находится в кислой среде. Такую среду можно полноценно поддерживать только в том случае, если питание основано на живом, то есть сыром мясе. Поэтому гепарды являются хищниками. Для того, чтобы полноценно усваивать мясо, пищеварительная система этого животного имеет определенное строение, позволяющее усваивать из мяса все компоненты, необходимые для работы тела. В такой среде pH развивается определенный тип кишечных бактерий, которые дают телу гепарда все, что ему необходимо. Более простой пример. Возьмем дорогой спортивный автомобиль. Сама по себе машина никуда не поедет, сколько бы ни было попыток водителя ее завести. Для того, чтобы авто заработало, ему требуется топливо, определенный тип бензина и масла, вызывающие в двигателе определенную реакцию, за счет которой он и работает. Если залить в бензобак премиальный бензин, спорткар на автобане реализует все возможности, которые заложили в него конструкторы. Автомобиль в этом примере– тело. Реакция, происходящая в двигателе, это уровень pH. Топливо– это тип пищи, способный создать условия для необходимой реакции. Все просто и понятно. Понятно также и то, что если вместо требуемого премиального бензина залить в бензобак солярку низкого качества, авто никуда не поедет. И случится это только потому, что топливо такого качества не было предусмотрено конструкторами для использования. То есть, переводя на наш организм, не прописано в ДНК. Возвращаемся к человеческому телу. Идеальной для нашего тела является среда, сдвинутая в сторону щелочной реакции pH. Данное условие прописано в нашем ДНК. Все строение нашего организма нацелено на то, чтобы реализовать такой баланс pH. Система пищеварения человека заточена, как и у гепарда и спорткара в наших примерах, на определенный тип питания, который создает необходимые условия для того, чтобы в нашем кишечнике размножился определенный тип бактерий, за счет которых наше тело вообще живет. При выполнении этих двух условий, нужной среды pH и наличия нужных бактерий, резервы человеческого тела крайне широки. Человек совершенно перестает болеть, так как в щелочной среде не могут размножаться болезнетворные бактерии в принципе. Современная диетология и медицина вещают о том, что для поддержания здоровья телу требуются определенные вещества. Витамины, минералы, белки, жиры, углеводы, аминокислоты и прочее.
Создаются нормы суточного потребления питательных веществ под различный образ жизни. Чтобы получать все это в необходимом количестве, диетологи строят различные системы питания, которые впоследствии рьяно пропагандируют. Однако самая большая правда заключается в том, что все это одно гигантское надувательство. Человеческому организму при условии, что человек питается видовым, то есть растительным питанием для поддержания его жизнедеятельности, все это требуется в весьма небольшом количестве. Большинство питательных веществ, необходимых нашему телу, производится бактериями, живущими в кишечнике. Конечно же, повторюсь, при условии, что человек питается согласно программе, заложенной в ДНК. Человек, как и гепард, может жить всего на нескольких продуктах, которые создают щелочной баланс pH, необходимый для развития в кишечнике нужных нам бактерий. Таким образом, основная задача питания заключается в том, чтобы дать телу базовые питательные, органические, растительные вещества, которые будут использованы телом как для непосредственного строительства клеток, так и для создания определенных условий для жизнедеятельности наших симбиотических кишечных бактерий. Дружественные нашему телу бактерии похожи на волшебный производственный комбинат. Тело отправляет в службу заказов запрос «мне надо то-то и то-то», и этот комбинат исполняет заказ. Бактерии дают телу все витамины, минералы и много еще чего, о чем наука пока даже и не слышала. Обо всем этом впервые заговорил великий советский ученый Александр Михайлович Уголев. Он совершил уникальнейшее открытие, которое обосновал в своей системе, названной аутолизом – самоусвояемости продуктов. Вкратце суть ее заключается в том, что при наличии в теле нужных бактерий и при употреблении соответствующей нашему ДНК пищи, эта самая пища вообще не переваривается в нашем желудке, а разлагается на простые питательные вещества, необходимые телу, самостоятельно. Самым идеальным продуктом для питания человека Уголев назвал яблоко. Именно яблоко, по его мнению, содержит в себе необходимые вещества, которые создают оптимальные условия для жизнедеятельности бактерий, живущих в кишечнике человеческого тела. Согласно его открытию, в каждом виде пищи содержатся определенные ферменты, которые разлагают пищу на простые элементы. Эти ферменты находятся в продукте в своеобразных биологических коробочках, которые разрушаются тогда, когда на них действует определенная химическая среда. Этой средой является не что иное, как желудочный сок. Химический состав желудочного сока базируется на уровне pH. Если питание соответствует типу, прописанному в ДНК, желудочный сок будет активировать эти ферменты в съедаемых продуктах, и тело на их усвоение не будет тратить ни грамма личной энергии. Уголев опытным путем обосновал свое открытие. Он воссоздал химический состав желудочного сока хищника, если не изменяет память льва, и налил его в две емкости. В одну емкость он положил живую лягушку, живое мясо, а в другую лягушку вареную. Живая лягушка за час с небольшим практически полностью растворилась в желудочном соке, тогда как вареная лягушка спустя сутки покрылась лишь небольшим налетом, но осталась целой. Таким образом, Уголев доказал, что если организм питается пищей, предусмотренной в программе ДНК, то она усваивается сама. На Ютубе есть ролики людей, которые воссоздали этот опыт. Зрелище не для слабонервных, но наука штука прагматичная. Какие же выводы можно сделать из открытия Уголева? А они очень простые. Все, что нужно для поддержания высокого уровня здоровья физического тела, питаться такой пищей, которая требуется для жизнедеятельности наших кишечных бактерий. По факту еда нужна именно для них, а не для тела. Для этого требуется очень простая пища, доступная каждому. Более того, вырастить эту пищу человек может самостоятельно, имея всего лишь 10-20 соток земли для средней семьи из 3-4 человек. Это можно сделать даже в весьма суровом климате, при условии, если правильно хранить выращенные продукты и знать, как правильно мариновать некоторые из них. Однако гениальнейшее открытие Уголева было задвинуто правящей элитой в долгий ящик, и в настоящее время о нем знает лишь довольно узкий круг людей. Сделано это было потому, что если бы правящая верхушка дала ход этому знанию,
сломалась бы вся основа экономики, которую составляют продовольственный и медицинский бизнес. Если бы люди смогли сами выращивать нужную им пищу, стали бы не нужны продовольственные заводы. Умерла бы индустрия продуктов питания. Если бы люди ели то, что выращивали, они бы перестали болеть. Соответственно, без работы осталось бы порядка 90% медиков. А производство еды и медицинские услуги – это основные каналы, через которые пополняется бюджет. Далее развивать этот вопрос не буду. Думающий человек сам сделает выводы. В дополнение к этому могу лишь сказать, что два аспиранта, которые помогали Уголеву в его работе, впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии. Это всемирное признание. Давайте подведем итоги этой лекции. Первое. Наше физическое тело – это симбиотическая конструкция, в которой участвует наш организм и кишечные бактерии. Второе. При питании, прописанном в человеческом ДНК, в организме формируется определенная среда pH, в которой развиваются нужные для полноценного функционирования тела бактерии. Эти бактерии синтезируют все, что требуется телу для поддержания оптимального уровня жизнедеятельности, то есть чтобы быть здоровым. Звучит вроде бы все просто. Ешь определенную пищу и будь здоров. Это действительно так. Но проблема заключается в том, что утеряны старинные знания правильного питания, а без этих знаний воплотить программу ДНК невозможно. Внимательный зритель наверняка подумает, что все уже сказано, ешьте яблоки и будет вам счастье. Это верное наблюдение. Яблоки являются идеальной пищей для нашего тела. Однако здесь есть одно «но», о котором мы поговорим в другом видео. Сейчас пока скажу лишь то, что фруктоедение, то есть питание исключительно свежими фруктами, доступно далеко не каждому человеку. Поэтому важно получить знания о том, как и какую пищу готовить для того, чтобы сохранять природный баланс pH в нашем теле. Именно этой теме и посвящен наш канал. В лекциях я буду постепенно раскрывать природные принципы питания, рассказывать о забытых способах приготовления еды, которые были доступны нашим предкам, жившим сотни лет. Именно такие рецепты блюд мы снимаем для вас. В заключение лекции привожу список литературы, которая станет доказательством всего, о чем я сегодня вам рассказала. Первое. Уголев Александр Михайлович. Теория адекватного питания и трофология. Уголев – известный советский ученый, работу которого задвинули в СССР. Напомню, что после распада Союза двое его аспирантов получили Нобелевскую премию за работу, основанную на теории адекватного питания. Скажу сразу, книга написана ученым и для ученых. Не имея соответствующего образования, читать ее крайне сложно ввиду большого количества терминов. Поэтому сразу посоветую сопутствующую книгу. Второе. Почему коровы хищники? Автор Себастьянович Павел Вальдемарович. Павел является сведущим в химии и биологии человеком. Он глубоко изучил труд Уголева и исследовал его системе питания несколько лет. В книге максимально простым языком описал то, о чем писал Уголев научным языком, и рассказал о своем опыте. Крайне рекомендую прочитать эту книгу. Третье. Арнольд Эрет. Целебная система бесслизистой диеты. Эрет – гениальный экспериментатор, область интереса которого лежала в изучении работы человеческого организма в условиях голода. Его книги – кладезь практической информации. В начале XX века его лекции о правильном питании стали собирать гигантское количество народа, что в итоге вылилось в целое движение, которое необычайно быстро разрасталось. Люди, прочитавшие его книги и прошедшие рекомендованные им курсы коррекции питания, получили личный опыт того, какой уровень здоровья можно иметь. Эрет заинтересовал миллионы, и это привело к тому, что его движение стало угрозой для экономики мира. Говорила об этом выше. Все это привело к тому, что его просто убили. В нашем мире, если что-то мешает большим деньгам, это что-то просто устраняется. Друзья, мы стараемся делиться с вами информацией о здоровье, о которой крайне мало кто говорит. Поддержите это видео лайками, чтобы о нем узнало как можно большее количество людей.
Чем больше лайков собирает видео, тем большему количеству зрителей YouTube показывает ролик. Поэтому ваш лайк может по-настоящему изменить чью-то жизнь. Ставьте палец вверх. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, в котором мы делимся с вами новостями нашего проекта и информацией о здоровье. Сейчас мы готовим для вас лекции и курсы по питанию, которые позволят вам взглянуть на свое тело совершенно с иной стороны. Ссылка на Телеграм в описании. Давайте менять мир к лучшему. Вместе.